Ребят, всем привет! Как безопасно заправить газовые баллончики и не бояться потом ими пользоваться? Сегодня покажу вам это все видео. Никого не призываю к этим действиям, просто показываю, как это делаю я. Для того, чтобы заправить газовые баллончики, первым делом нам необходимо сделать переходник. Заправляя таким методом газ в баллончики, вы экономите от 4 до 5 раз по сравнению с новым покупным баллоном. Для этого я использую обычную газовую горелку от того же баллончика. Они есть разборные и неразборные. Те, которые разборные, вот здесь могут внутри иметь форсунку, она выкручивается и просто снимается эта часть горелки. В данном случае, если у вас, допустим, она не разборная, придется либо расклеить, либо просто отпилить и использовать просто вечно как переходник. Но можно в разборных обратно все собрать и использовать дальше. Также нам необходимо будет два обычных хомута, которыми можно будет закрепить вот такой маслобензостойкий шланг, армированный на 8 мм. Очень не рекомендую использовать вот такие силиконовые шланги, даже армированные тонкие китайские не всегда для этого подходят. Это очень опасно, будьте осторожны в этом моменте. И плюс нам необходимо еще будет, чтобы закрутить это все добро к баллону, вот такая гаечка с прокладочкой, естественно. Чтобы у нас здесь левая резьба, снять можно ее со старой лягушки ненужной, либо со старого ненужного газового шланга. Имейте в виду, здесь левая резьба. В собранном виде у нас получается вот такая конструкция, которая состоит из гайки с левой резьбой, взятой или от редуктора ненужного, или от шланга старого. Непосредственно сама шланга, которая это все соединяет. Два хомута и вот горелка. Горелка нам нужна не только для крепления непосредственно цангового баллончика, но еще также для открытия и закрытия удобной регулировки при заправке газом. Также для заправки газовых баллончиков нам нужны в первую очередь сами газовые баллончики. Первым делом необходимо убедиться, что в газовых баллончиках нету никаких дефектов, замятий или следов ржавчины. Незначительная ржавчина сильно не повлияет на крепость баллона, но если следы ржавчины значительные, такой баллон лучше не использовать и отложить, поскольку он может быть опасен и вызвать неприятные последствия в процессе. Также в процессе заправки газовых баллончиков нам понадобятся такие кухонные весы для определения веса пустых и заправленных газовых баллончиков. Чтобы в будущем ваши газовые баллончики не ржавели, рекомендую покрыть их бесцветным лаком или краской. Так вы значительно продлите их ресурс. В зависимости от производителя средний вес газового баллончика может варьироваться от 85 до 105 грамм. Например, берем первого производителя, взвешиваем, и у нас на весах 91 грамм. Берем второго производителя, взвешиваем 96 грамм. Баллончики абсолютно пустые и не имеют никакой жидкости и газа внутри. У третьего же производителя вес баллончика составляет 104 грамма. Теперь мы знаем вес каждого пустого баллончика. Вот, если взять два одинаковых баллончика одного производителя, они полностью пустые, и взвесить их, они имеют вес одинаковый, 104 грамма. И взвешиваем второй. Он также показывает 104 грамма. На стандартных газовых баллончиках указан вес газа, и он составляет 220 грамм. На некоторых баллончиках он может быть указан в миллилитрах и равняется в среднем 400. Рекомендую вам в целях безопасности заправлять 50-60% от данного веса, чтобы повысить безопасность при использовании таких баллонов. В зависимости от производителя и сезонности выпуска баллона может меняться состав бутана, пропана или изобутана, в зависимости, что туда запаковывает производитель. Так, у одних может быть такая смесь,
У других производителей может быть такая смесь. Третий может просто в общем указать беспроцентного соотношения. Пропорция газа, который вы заправляете на заправке LPG газ, может варьироваться в процентном соотношении. И их процентное соотношение может варьироваться от времени года. Но если взять среднее соотношение 50 на 50, то на 1 литр вы получите примерно 564 грамма веса. Если вы заметили, в процессе всей съемки баллон находился в перевернутом состоянии. Связано это с тем, что я его заранее перевернул и дал ему отстояться, поскольку внутри газ находится в жидкой фракции и температура его испарения составляет порядка минус 32 градусов. Соответственно, вся жидкая фракция находится в этой части. Почему я ему дал время отстояться? Чтобы вся муть и осадок в баллоне или в газе полностью осели на его низ. И при этом у нас во время заливки не попадал мусор непосредственно в сам баллон. Потому что в этом случае очень быстро у вас будут забиваться форсунки в газовых горелках, что приведет к выходу их из строя. После того, как баллон отстоялся, первым делом мы проверяем качество наших соединений и закручиваем полностью нижний кран. После чего потихоньку пробуем открутить большой и смотрим, все ли у нас хорошо. Если нигде нету шипения и травления газа, продолжаем процедуру. Все, баллон откручен. Первым делом необходимо остаточный воздух стравить из системы в данном шланге. Открутить немного и закрутить обратно. Воздух из системы вышел. После чего подсоединяем наш баллон. Баллон подсоединен, сверху откручено. И начинаем откручивать снизу. Чуть-чуть наполнили, прекратили. Это нужно для того, вот мы немного подзаправили, но если у вас полностью вышел весь газ, возможно, туда даже немного попал воздух. Нам надо теперь чуть-чуть этого газа стравить вместе с остатками воздуха. Для чего мы делаем просто вот так. Не боимся. Вот у нас выходит и газ, и остатки воздуха, если баллон был полностью пуст. После чего подключаем обратно. Вес данного пустого баллона составляет 104 грамма. Нам необходимо добиться вместе с газом его веса порядка 220-230 грамм. Это как раз составит 50-60% от его общего веса. Вот у нас, вот мы потихоньку откручиваем. Чувствуем, как баллон у нас холодится. Баллон становится холодным вследствие того, что газ, попадая сюда, начинает вначале испаряться внутри баллона. При этом происходит снижение температуры, как я и говорил раньше. Все, вот у нас газ перестал полностью сюда заливаться. И казалось бы, у нас-то необходимого веса нету. Я вам сейчас покажу, что его нету. Закручиваем кран. Отсоединяем баллон. И ставим на веса. Сейчас включу веса. И ставим на веса. Вес 179 грамм, а нам нужно 220-230 грамм. Но в баллон жидкость уже перестала поступать, вернее газ. И что же делать? Здесь очень много под давлением собралось газообразного именно газа. Не в жидкой фракции, а газообразного. Для этого мы стравливаем, просто снижаем давление газообразной части. Все. Подключаем обратно. Давление у нас в баллоне снизилось. И теперь у нас снова будет продолжать наливаться газ. И так процедуру можно повторять несколько раз подряд, если газ вдруг перестает перетекать в баллон. И опять мы слышим шипение. Идет наполнение баллона газом. Закручиваем. Как раз и шипение прекратилось. И взвешиваем. Вес баллона 203 грамма. Можно добавить еще. Подсоединяем. Сначала стравливаем. Не забываем. Вот. Стравили.
И теперь подключаем и еще добавляем. Стравливание газообразной фазы газа облегчает прохождение нового жидкого газа в баллон. Откручиваем. Вот опять баллончик начинает затихать, закручиваем и проверяем вес газа. 217. Я добавлю еще совсем чуть-чуть. Для этого еще чуть-чуть стравливаем. Подсоединяем обратно. Откручиваем. Я думаю, этого достаточно. Закручиваем. И взвешиваем. 227 грамм. Это составляет 50-60% от заявленной. Предлагаем вам на этом остановиться. Все, в данном случае у нас баллончик заправлен. Также хочу отметить по поводу заправки в разное время сезона. То есть, если у вас лето, газ испаряется намного быстрее, соответственно, заправлять его вот в баллончике чуть-чуть сложнее в этом плане, что нужно вот так стравливать газообразную фракцию из самого газового баллончика, чтобы продолжалось наполнение. Зимой же, когда температуры отрицательные, чем более отрицательные температуры, тем меньше газ переходит в газообразную форму, больше остается в жидкой фазе. И процесс, он как бы не так газообразуется и легче наполняется баллончик. Но особой разницы нету. Просто иногда нужно клапан стравливать, чтобы дальше газ очень легко заправлялся. После окончания заправки всех баллончиков газом можем закручивать смело основной кран. И только после этого стравливаем остаточный газ из непосредственно вот этой маленькой магистрали. Видите? Холодит, не подсовывайте руки, он очень холодный, и он даже капает, видите, когда испаряется. При этом у нас здесь все очень холодное, потому что происходит испарение при отрицательной температуре газа. Все. Если у вас горелка разборная, вы можете обратно ее собрать и пользовать. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Никого не призываю делать так же, показываю, как это делаю я. Всем удачи, всем успехов, всем пока.